Всем привет, меня зовут Дина, мне 30 лет, я родом из Казахстана, но последние 2 года я проживаю в Германии вместе со своим супругом и работаю в берлинской финтех-компании. И сегодня я бы просто хотела поговорить о том, что я заметила, какие-то мои наблюдения, какие-то мои ощущения при переезде в Германию, о том, о чем, наверное, я вообще не подозревала. И поэтому для меня это был, наверное, какой-то, скажем так, сюрприз. И я сегодня хотела бы поделиться своими ощущениями. Нет никакой цели ни в коем случае сказать, что вот Германия плохая страна или как-то очернить Германию. Нет. Есть какие-то свои нюансы в каждой стране, и каждый человек в той или иной стране может чувствовать себя по-разному. Поэтому сегодня я бы хотела просто с вами поделиться какими-то своими ощущениями и опытом, и надеюсь, что для кого-то это видео будет полезным. Наверное, первое, что я хотела бы отметить, что в Германии не все простые вещи, которые ты ожидаешь, что, скорее всего, они будут простыми в каком-то бытовом плане, не все такие вещи на самом деле так просты. И зачастую даже очень сложно решить какие-то бытовые моменты здесь. И я, если честно, даже не знаю, с чем это конкретно связано. Наверное, это совокупность каких-то факторов. Если, к примеру, тебе нужно что-то, я не знаю, установить дома, или что-то у тебя сломалось, или, я не знаю, что-то нужно вот починить, да, какая-то бытовая ситуация, то это часто вовлекает в себя очень много каких-то разных проблем, нужно кому-то постоянно звонить, писать кому-то, постоянно что-то работает не так, как ты ожидал, и в конечном счете ситуация, которую ты думал, что ты решишь там в течение 1-2 дня, это может просто тянуться неделями, и ты тратишь очень много сил, денег, энергии на решение такой ситуации. Один из таких примеров, который я могу вам рассказать, это был, когда мы переехали в эту квартиру. Один из важных моментов был это, конечно, покупка стиральной машины. И мы приобрели стиральную машину, как бы в хорошей известной компании, заказали также доставку и установку, оплатили это. И в назначенный день мы ожидали, что вот приедет сейчас курьер, все сделает. Курьеры приехали, доставили, занесли в квартиру, начали устанавливать стиральную машину, и в какой-то момент они нас зовут и говорят, что вот, а мы, знаете, сегодня вам ее не установим, потому что не хватает какой-то маленькой детали. И это вообще зависит не от нас, это зависит от компании, которая управляет всем зданием. И знаете, мы ничем не можем вам помочь, вам нужно вот им звонить. И они все оставили и ушли. На следующий день мы с супругом обратились в компанию, они прислали человека. Мужчина пришел, посмотрел и также сказал, что в принципе он ничем не может помочь, и ушел. И мы с мужем остались вдвоем с неустановленной стиральной машиной в стране, где мы никого не знаем. И как бы было вообще странное какие-то ощущения. Но мы не паниковали, мы пошли в строительный магазин, и мы просто вот как бы на свой страх и риск решили попытаться установить машинку сами. Мы начали искать вот эту деталь, о которой они говорили. Мы нашли приблизительную деталь. Опять-таки я и мой муж, мы не какие-то, да, там профессиональные, я не знаю, сантехники, да, просто вот офисные сотрудники, офисные планктоны. И мы приходим, значит, домой, пытаемся машинку установить. У нас в итоге получилось что-то там приделать, эту деталь. И в конце концов машинка заработала, ничего не текло, все нормально, до сих пор она работает. Но я этот урок выучила, что опять-таки в Германии какие-то вещи, которые в твоей родной стране ты думал, что это просто какая-то, да, ерунда, что это можно решить там, за 1-2 дня, да, что в Германии это не всегда так. Из этого также вытекает мой второй момент, что Германия очень сильно любит стабильность. Что я здесь имею в виду, что как только ты осел, как только вот ты, да, там заселился в свою квартиру, все ее обустроил, все у тебя здесь классно, ты начал какими-то социальными связями обзаводиться, все это круто. И в какой-то момент, скажем так, ты решаешь что-то поменять, да, то есть ты там, не знаю, решаешь куда-то переехать в другую квартиру, возможно, или купить машину, или ты решил поменять интернет-провайдера, да, перейти на другую компанию. Вот в Германии почему-то все так фрагментарно, и
все так сложно, что если вот ты хочешь что-то такое провернуть и сделать, и ты ожидаешь, что это будет быстро, это не будет быстро вообще, это будет, скорее всего, очень сложно, и тебе нужно будет пройти просто, ну, там, 5 кругов ада, чтобы как-то что-то вообще изменить, что-то обновить. И в целом достаточно неприятный иногда опыт это бывает. И мы с моим мужем уже, если мы решили для себя, что если мы хотим что-то вот поменять, да, там, я не знаю, купить машину или переехать в другую квартиру, то мы вот прям вот обдумываем этот шаг очень долго, что вот потому что мы оба понимаем, что если мы сейчас вот в это во все войдем, то это будет очень долго и дорого, и очень много энергии мы на все это отдадим. Другой момент, который я также заметила и который, наверное, для многих вообще иностранцев, кто сюда приезжает, я конкретно сейчас говорю о европейцах, наверное, вот для моего мужа это не было каким-то сюрпризом, потому что он из Турции, но для меня, наверное, как человека, который прожил большую часть времени в Казахстане, и затем я переехала в Эстонию, заселяться в квартиру, где, в принципе, нет вообще мебели, для меня было немного странно. Ты заселяешься, да, в квартиру, у тебя здесь как бы все есть в основном, то есть готовая квартира, заезжай, живи. А в Германии же с этим как бы по-другому. То есть если ты заезжаешь уже в постоянную квартиру, где ты планируешь проживать, там, я не знаю, там 5-6 лет и так далее, то квартиры зачастую они не обустроены вообще. Иногда здесь даже нет кухни встроенной, то есть люди реально переезжают со своими кухнями. И на самом деле, конечно, я об этом слышала при переезде в Германию, то есть когда мы готовились, но вот настолько для меня это все равно было шоком, что вот когда мы переехали в эту квартиру, и нужно было вот все с нуля обустраивать, покупать мебель, покупать технику, да, там у нас не было лампочек, нам нужно было звать электрика, потому что достаточно сложно здесь было установить лампочки, мы не могли это делать своими руками. И вот уровень вот этих, как сказать, уровень вот вложений, то, что мы вот это вот все делали, это было для меня достаточно лично очень сложно, и для моего мужа тоже. То есть мы с 9 до 6 полностью здесь как бы работаем, и, соответственно, все какие-то моменты, которые вот такие нужно было решать, это в основном мы решали во время там ланча, да, обеденного перерыва, либо мы уже решали это после 6 вечера. И, соответственно, ты уже и так устал, и при этом тебе еще нужно вот это вот все делать. Я сейчас не ною, но я просто делюсь о том, что вот какая вообще была реальность. И здесь такой момент, что когда ты обустраиваешь свою квартиру, естественно, мы в основном заказывали мебель там с Икеи, но момент, который меня шокировал здесь, что мебель, если ты иногда заказываешь такие какие-то большие, да, габаритные единицы мебели, они могут идти 2 месяца, 1,5 или 2 месяца, что для меня было вообще шоком. И, естественно, как бы мы там с мужем подготовили, заказали все заранее. В Казахстане, к примеру, ты ожидаешь, что если ты заказываешь мебель, то она придет там в течение там, недели, да, уже там на следующий день уже мебель приходит. То есть здесь вот такие сроки ожидания, и к этому надо привыкнуть, надо это принять. И другой момент, что доставка этой мебели осуществляется зачастую только до подъезда. Никто ее наверх не поднимает. Ты должен это сделать сам. И у нас были такие моменты, когда мой супруг был в офисе, я оставалась дома одна, и я уже понимала, что, блин, типа, и уже так нервяк немного, блин, что делать, что делать. В итоге мебель привезли, и я спустилась вниз, чтобы ее принять, и я просто как бы попросила вежливо парней, которые ее привезли, дала там 10-20 евро каждому и просто попросила, чтобы они занесли наверх, они мне помогли. Разнесли здесь стену, но помогли, это уже другая история. Сборка этой мебели, это тоже отдельно, я вообще не ожидала. Никогда в своей жизни я мебель не собирала в Казахстане, вообще никогда. Меня к такому жизни вообще не готовила. Но здесь как бы одну единицу мебели, чтобы тебе собрали, это примерно там 250 евро это стоит. И мы с мужем, естественно, особенно в начале, когда ты переезжаешь в новую страну, ну ты не можешь раскидываться деньгами. И мы собирали все. Этот самый диван я собрала сама, и я очень этим горжусь. Следующий момент, который, наверное, меня удивил очень сильно, отношение к приватности данных, да, так называемый Datenschutz на немецком, на английском это говорят data privacy. В Казахстане как бы приватность данных в принципе отсутствует.
То есть это, да, такой момент. Действительно, все очень относятся аккуратно к твоим данным. Никто там просто так твои данные никому не передаст. Если ты с какой-то компанией взаимодействуешь, то ты должен дать им письменное согласие, подтверждение, что ты не против обработки своих персональных данных. И, ну, к этому действительно очень серьезно относятся. Здесь есть законодательство. Плюсы, к примеру, да, что лично у меня я вообще не видела там никаких, вот не поступало мне никаких мошеннических звонков. То есть, к примеру, в Казахстане постоянно твои телефонные номера кому-то сливают, постоянно тебе кто-то звонит там на телефон, мошенники, они звонят и на WhatsApp просто. Вот, здесь как бы я такого лично не встречала. Но у этого есть и обратная сторона, к сожалению. К примеру, у нас в здании было несколько ограблений. К нам врывались люди просто в масках, и, слава богу, квартиры пока что тьфу-тьфу не грабили, но вламывались, получается, в подвальные помещения, где люди в подсобках своих, да, в келлерах хранят там, я не знаю, какие-то свои вещи личные, велосипеды и так далее, и просто среди бела дня люди вырывались, забирали там велосипеды, какие-то, может, ценные вещи, даже оливковое масло у нас у соседа украли оттуда, и просто уходят. У нас нет никакого видеонаблюдения. И, соответственно, чтобы установить видеонаблюдение, опять-таки там вот это законодательство о приватности данных действует, это не так легко. Каждый владелец квартиры и каждый арендатор квартиры должны дать письменное согласие о том, что они подтверждают, что они не против того, чтобы в здании было видеонаблюдение. Вот. И я, насколько знаю, у нас соседи сейчас над этим работают. Опять-таки, как это скоро будет, я не знаю, но это уже как бы не совсем безопасно. Момент еще, который меня на бытовом уровне поразил в этом плане, что они очень чувствительно к этому топику относятся, и даже вот когда ты, например, выходишь на улицу и хочешь снимать, да, там для своего даже просто инстаграма или что-то такое, то нужно быть очень аккуратным в этом плане, потому что ты не можешь просто так снять да, чужого человека, лицо чего-то человека, опубликовать это в интернете без их разрешения или ведома. И у меня был такой случай, что мы с супругом поехали в Бремен, просто там как бы прогуляться, да, как туристы. И мы зашли в какую-то кофейню, она была в таком интересном стиле, там, 18-19 века, и я решила просто поснимать для Инстаграма. И в итоге я вот просто снимала со своим телефоном, и когда мы уже выходили, кассир, которая работала в этом супермаркете, она меня остановила. У нее была очередь из где-то 5 человек, она остановила эту очередь, она перестала их обслуживать, и она просто у меня спросила, есть ли какие-то люди, сняла ли я кого-то на камеру вообще, есть ли какие-то люди в моей видеозаписи. У меня никого не было, естественно, и я ей сказала, что нет, я вот просто снимала как бы картины, да, там что-то интересно было, красиво, но и мы вышли, все было нормально, но в плане того, что я как бы поняла, насколько это вообще важно для людей, и это было так интересно наблюдать. И я также вот вспомнила, поняла, да, насколько вообще снимать легко было в Казахстане. Там никто вообще не против, и ты просто ходишь как бы и снимаешь, и людям, в принципе, все равно. Следующий момент, о котором я хотела бы поговорить, это, наверное, Германия в цифровом плане опаздывает, скажем так. То есть я об этом, естественно, слышала, когда вот как бы про Европу, да, что страны Западной Европы, не все, конечно, но некоторые, в частности Германия, она отстает в этом плане, в плане технологий, но я даже не могла подозревать, насколько. Один из таких, наверное, примеров, что меня вообще поразило, это тот факт, что у меня вот есть приложение моей медицинской страховой компании, да, вот где я могу все онлайн оформить и так далее. И в один день я хотела что-то дополнительно там посмотреть, какой-то свой больничный лист или что-то такое. Я думала, я могу просто зайти в свое приложение это посмотреть, но оказалось, что мне нужно скачать еще 2 дополнительных приложения для этого. И в итоге у меня сейчас 3 приложения от своей страховой компании, медицинской только, где в одном приложении я могу делать там одни действия, да, и посмотреть что-то одно. Другое приложение у меня только там для приватности вот моих данных, что им это приложение нужно было только, чтобы запросить у меня согласие на обработку моих персональных данных. И третье приложение, вот только в третьем приложении, грубо говоря, я там могу какую-то еще свою информацию посмотреть.
И, естественно, и это только вот такой маленький пример, который я могу предоставить, но вообще э, очень много здесь моментов, которые я просто не понимаю, то есть как-то лучше, да, это все, и здесь как-то государство в этом плане пока что отстает, даже внутри Европы она отстает. То есть, когда я жила в Эстонии, просто все можно было оформить онлайн, можно было просто в одном приложении практически все сделать. Это я утрирую, естественно, но прогресс вот в этом плане в Эстонии просто колоссальный, да и в Казахстане тоже. То есть сейчас в Казахстане люди могут, в принципе, оплатить, да, какие-то свои покупки рукой. Вот в Германии я не знаю, когда это будет доступно, но что есть, то есть. В любом случае, Германия действительно улучшила мой уровень жизни. То есть в первом плане это финансово. Уровень зарплат здесь намного как бы выше, чем даже в Казахстане, во многих других странах. И люди из других регионов Европы также приезжают сюда и работают здесь, потому что зарплаты здесь действительно выше. И на самом деле вы начинаете это практически сразу замечать, вы понимаете, что вы можете больше откладывать, вы можете позволить какие-то вещи, которые вы не могли позволить в своей стране, вы начинаете больше путешествовать, и это на самом деле очень классно, и вы в дальнейшем можете также планировать более долгосрочно. Касательно путешествий, Германия просто вообще в плане путешествий и локации очень удобная страна, и вообще локация Германии, она бомбическая в том плане, что ты можешь, в принципе, отсюда 2-3 часа и доехать, ну, до большинства, я не знаю, стран Европы, я не знаю, там 3-4 часа ты уже в Амстердаме, 2 часа ты уже в Польше и так далее. И вот это вот удобство того, что ты можешь путешествовать, в принципе, в любой момент, это тоже вообще ни с чем не сравнить. Автобаны, вообще автобаны — это просто чудо немецкой инженерии. Я всегда это слышала, то есть там с детства, да, мне говорили, вот в Германии такие дороги, безлимитные автобаны, но я как-то не придавала этому значения. И когда мы уже сюда переехали и начали ездить на машине по там, межгород, и я прям ощутила это на себе, я увидела вообще эти дороги, это настолько вот, даже я, да, я там не какой-то водитель со стажем, даже я поняла, насколько это уникально. Эти дороги такого высокого качества, и плюс, что я заметила, они их строят под вот таким как бы градусом, углом. Это делается как бы специально, насколько я понимаю, чтобы машина не вылетела с трассы, когда она там будет мчаться на 200, на скорости 200. И это вообще прекрасно. Немцы, я бы хотела сказать, очень хорошие водители. То есть я даже пока что вот за все свое время я не видела, наверное, лучше водителей. То есть настолько вот все спокойно, всегда уступают. В основном, то есть вот что я заметила, уровень продуктов здесь, именно в супермаркетах, тоже на очень высоком уровне. Молочные продукты, вообще большое разнообразие. А мясо, я честно скажу, не такое, наверное, не такого хорошего качества, как в Казахстане, но в любом случае можно найти как бы все, что нужно. Хлеб, если вы любители хлеба, вам срочно нужно переезжать в Германию, потому что такой хлеб, я не знаю, я нигде не видела, нигде не ела. Я не знаю, что они туда кладут, но это просто вы наберете здесь килограмм 10, это точно. За хлеб с маслом я душу готова продать. Это да. Я думаю, что Германия на самом деле дала мне многое. Она дала мне самостоятельность, она дала мне, я думаю, что возможность научиться каким-то новым навыкам и научиться брать как-то ситуацию в свои руки еще даже больше. То есть я всегда, наверное, это могла, но здесь даже больше. И самое главное, мне кажется, что я начала ценить какие-то моменты, которые в Казахстане мне казались вообще абсолютно нормой, или по-другому взглянуть на какие-то ситуации и сделать какие-то новые выводы. И мне на самом деле кажется, что это самый бесценный урок. Я думаю, что на этом все. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, если вам понравилось. А также я буду благодарна, если вы напишите в комментариях и поделитесь каким-то своим аналогичным опытом переезда в другую страну или путешествия в другую страну. Спасибо большое. Всем пока.